Друзья, весна на дворе, а что это значит? Это значит, что пришло время собирать цветы. Сухоцветы я уже использую 8 лет в своем творчестве, и при сушке и сборке цветов есть свои нюансы, о которых я хочу поговорить, и в этом видео рассказать вам о бюджетных способах сушки цветов, и в конце видео мы посмотрим результаты, что же у нас все-таки получилось. Первое, на чем хочу сделать акцент, на том, что цветы необходимо собирать в дневное время. Это с 11 часов до 17:00, когда цветы распущены, раскрыты и когда на них нет капель росы. Ни рано утром, ни после дождя я не советую собирать цветы. Этого делать нельзя, потому что ваши цветы, они будут в книжке не сохнуть, а гнить из-за повышенной влажности в них. Кусочки, которые вы увидите в этом видео, вставки, я снимала в разные периоды, были летние, были весенние периоды. И сейчас хочу главный акцент сделать на том, что весной это сезон клещей, поэтому если будете собирать растения, пожалуйста, аккуратней. Смотри, гусиные лапки и мускари, наконец-то. Смотри. Видишь? Вижу. Сейчас у нас шапочка будет полная. Смотри, вот желтенький возле тебя, еще желтенький, смотри. Не удивляйтесь, что мой улов шапочки. Дети у меня тренируются в Бельбекской долине, и у меня есть возможность собрать лесные полевые цветы, поэтому что под рукой попалось, в то я их и собираю. Не всегда есть коробочка, либо пакетик. И сейчас я хочу вам на примере объемных цветов показать, как же сделать их плоскими, какие подготовительные процессы для этого необходимы. Вам понадобится белая бумага, обычная офисная белая бумага, и понадобится утюг горячий. Цветочки выкладываю на листке, предварительно откусываю или обрезаю все лишние стебельки, листья, которые могут мешать. Дальше накрываю белым листом бумаги и горячим утюгом постепенно начинаю проглаживать верхний лист бумаги. Время от времени убираю утюг и снова проглаживаю. Так мы убираем лишнюю влагу в цветах. Мы как бы его распариваем, в то же время мы придаем его лепесткам и самому цветку ту нужную плоскую форму, которая в дальнейшем нам нужна для заливок. Теперь я перекладываю все эти цветочки в книжку. И обратите внимание, еще один важный момент, что сушить цветы лучше в старых книгах, у которых листы желтого цвета. Книги с белыми листами, которые современные уже, они листы не так впитывают влагу, как эти желтые листы. Листы пропитаны белые, и получается влага остается в цветке, а не впитывается в бумагу. Теперь давайте займемся с вами мускари. Мускари достаточно мясистые, водянистые цветы, и их обязательно нужно будет перед тем, как переложить в книжку, прогладить утюгом, потому что по-другому не получится, там столько влаги. Если вы просто его положите между страничек книжек, он у вас гниет там, влаги некуда будет выйти, ее будет настолько много. Вот я, смотрите, утюгом сейчас приглаживаю, и вы уже видите, как влага и синий цвет отпечатывается на бумаге, на верхнем листочке, на нижнем листочке будет. Прижали, скажу честно, от некоторых цветов жуткий запах стоит, когда мы их утюгом проглаживаем. Поэтому работайте в проветриваемом помещении. Мускари я сразу не перекладываю в книгу, потому что в них еще достаточно много сохраняется влаги. Но так как у нас мускари синего цвета, то фиолетовые, так же как синий и голубой, практически всегда остаются в первозданном виде. Именно поэтому вы так часто видите у других мастеров работы там с незабудками, клематисами, анютиными глазками и фиалками. Фиолетовые это просто номер один у всех, кто сушит цветы. А теперь смотрите, цветочки, которые маленькие, цветочки, которые имеют тонкие, нежные лепестки, которые сами по себе тоненькие, я просто укладываю между листочками. Просто складываю в книжку, переворачиваю стопочку листочков и начинаю складывать другие цветы. Еще важный момент, вот сейчас я складываю, обратите внимание, как я раскрываю цветы и в какое место в книге я их укладываю. Я их укладываю навстречу
листочком. Листы книги мы будем переворачивать. И когда мы их будем аккуратно переворачивать, нам же нужно, чтобы цветочек у нас засох в раскрытом виде. Обратите внимание, сгибаю лист книги и аккуратненько, четко в том направлении, в котором нам нужно развернуть цветок, чтобы он был у нас раскрытым, я листочек аккуратно книжный раскрываю и сушу цветы. Второй важный момент, на котором я хочу сделать акцент, это то, что оттенок, толщина, плотность, размер цветов играет очень важную роль. Допустим, крупные объемные цветы высушить и сделать плоскими достаточно проблематично. Очень много влаги, эта влага должна уходить постепенно, но для того, чтобы оставить еще и цвет у этих растений, это надо, знаете, уже поплясать, тут танцы с бубнами должны быть. Но и в то же время, если очень тонкие и прозрачные лепестки, вот сохранить их оттенок в том природном состоянии тоже есть свои нюансы, тоже это очень сделать проблематично. Вот, например, желтый цвет самый проблематичный в сушке, то есть в 70% этот цвет уходит в коричневый, в какой-то бежевый. Ну, в общем, как правило, на выброс идут такие сухоцветы. И как же правильно выбирать растения, которые сохранят желтый цвет? Желтый цвет сохраняется, если лепестки плотные, непрозрачные, не просвечиваются, яркие, не мясистые, не толстые. Вот такой цвет тогда сохранится. Орхидеи, цветы не лесные, но тем не менее здесь тоже есть свои особенности и тонкости сушки. Мне очень жалко, когда цветок еще имеет яркий вид и срезать его с веточки, поэтому я немножко дожидаюсь, когда вот цветочек начнет увядать. Он, конечно, более приглушенный будет оттенок иметь, но я его срезаю. И дальше, смотрите, орхидеи достаточно толстые и мясистые сами по себе, но у них есть места, где у них очень выпуклые, удлиненные части. Эта ножка с обратной стороны, ее нужно срезать под корень. И посерединке цветка в сердцевине тоже есть такой толстенький центр, не знаю, как он правильно называется. Там даже два таких места в сердцевинке, которые нужно подрезать, потому что они могут давать гниль уже всему цветку. Дальше я раскрываю цветочек, раскрываю его лепестки, потому что так как он чуть-чуть у нас уже стал закручиваться на самом цветке, время его пришло, мы его немножечко раскрываем, укладываем лепестки как нам нужно и чуть-чуть утюгом я сверху прохожусь для того, чтобы убрать сейчас лишнюю влагу, придать правильную форму цветку и потом мы аккуратненько его все-таки перекладываем в книгу. Посмотрите, сколько влаги от цветка остается на бумаге. Если мы ее не уберем, она у нас вся будет в книге, и книгу испортите, и ваши сухоцветы станут коричневого неприглядного цвета, и вы их просто выбросите. Красный цвет также капризен, но не настолько, насколько желтый. Вот, например, если вы будете сушить лепестки тюльпана, вам не удастся сохранить его красный цвет. Они очень тонкие, они прозрачные и достаточно мясистые, в них очень много влаги. Но если в красных лепестках присутствуют нотки бордового оттенка, то, скорее всего, это растение получится засушить, и цвет останется практически первоначальным. А вот белый цвет такой же капризный, как и желтый. И здесь также существуют правила, которым вы должны следовать. Вы должны выбирать лепестки непрозрачные, лепестки не толстые, не мясистые, чтобы в них не было лишней влаги. Эти лепестки должны быть достаточно плотные, но в то же время тонкие и не просвечивающиеся. Вот тогда они засушатся и будут в чистом белом цвете. В другом варианте они станут коричневыми, бежевыми, телесными и также пойдут на выброс, как и желтые. Зеленый цвет тоже капризный, но опять же здесь мы ищем такие же тонкие, плотные по составу растения и спокойно сушим их в книжках. В общем, мускари сейчас сохнет, они еще достаточно влажные. 4 книжки с цветами у меня получилось, но смотрите, видите, как они раскрываются и видно, где лежат цветочки. То есть нам нужно сейчас что-то тяжеленькое поставить сверху.
У меня есть вот такая вот корзинка с молдами, она очень тяжелая, смотрите, практически все закрылось, единственное вот где толстые цветы, вот смотрите, видите, есть промежутки, вот это прям идеально закрылось, там тоненькие. Здесь солнцепек хороший такой, через несколько дней мы их вскроем и надо будет перепроверить, потому что там может быть влага. 3 дня прошло и опустились у нас все листочки, цветочки немножко примялись. Сейчас мы посмотрим, что там внутри. Скорее всего, что многие из цветов нужно будет... Вот эта книжка, по-моему, у нас, да, вот раскрывается. Там, где толстенькие цветы, нужно будет посмотреть и, возможно, их переложить. Если мы увидим влажные какие-то места... Нет, кстати, очень хорошо подсохли, значит, даже трогать их не будем. И уже пришла пора нам переложить мускари. Здесь тоже влажных мест я не вижу. Цветочки подсыхают. Смотрите. Поэтому оставим их в покое. Мускари, которые у нас пока вот в таком вот виде, надо уже перекладывать в книжки. Первоначальная задача у нас стояла, чтобы из них вышла лишняя влага, чтобы не портить книжку. Многие еще сушат грибы и ягоды, сушат их объемными. Это делают либо в манке, манной крупе, либо в силикатном геле подсушенном, такой шарик, который, вы знаете, бывает, обувь продается, и там есть пакетики с шариками. Вот это и есть силикатный гель подсушенный. Сушить объемные изделия в манке достаточно просто. Вы насыпаете нижний слой манки, дальше укладываете цветочки или ягоды, что вы хотите высушить, и аккуратненько засыпаете. Можно даже в несколько слоев сделать. Манкой засыпаете это все. Сверху можете еще уложить какие-то цветочки, еще засыпать. И также в это все в светлое, теплое место, желательно под прямые солнечные лучи отставить, пускай манка нагревается, и цветы внутри высыхают быстрее. Манка еще, кстати, очень хорошо впитывает влагу. Так же, как и силикатный гель, который ее вытягивает на себя. Но силикатный гель вещь дорогая, поэтому кто будет профессионально заниматься сушкой цветов, я вам его советую и рекомендую. Здесь, смотрите, год назад я сушила, попробовала ягодки. И посмотрите, насколько они и цвет сохранили, и объем сохранили. Вот эти цветочки все я тоже сушила в манке. Кстати, они уже без манки, просто так лежат у меня в тарелочке в течение года. Какие-то цвет сохраняют, но опять же, вот видите, бордовый оттенок, фиолетовый оттенок вот сохранил цвет. Какие-то, конечно, цветы становятся просто коричневыми, но они изначально шли желтого цвета. И, ну, как бы вот такие вот цветы, они объемные все, но я не приветствую такой цвет в изделиях. Здесь же были еще ягодки маленькие, вот они сохранили такой красно-бордовый оттенок. Но теперь пришло время посмотреть, как высохли наши цветы. Уже прошло 3 недели с момента сушки, и так они еще на солнце у нас сохли. Здесь у меня были, кстати, цветы от предыдущих моих, да, наверное, 2-летней давности точно. Смотрите, вот наши цветочки, они подсохли, но перед использованием нужно аккуратненько их будет вот так вот лезвием поддеть и снять. То есть не тяните за лепесток, потому что лепесток порвется, оторвется от цветка. Цветы полностью сухие, цвет сохранился. Посмотрите, какой яркий, даже розовый оттенок виден на краях лепестка. Вот такие веточки еще желтенькие. Кстати, веточки были достаточно плотные, и я их утюгом не проглаживала, а положила в книжку. Цвет остался, цвет идеально желто-зелененьким. Вот что значит цветы на солнышке быстренько они подсохли, потому что если будет в темном каком-то прохладном месте, то цветы будут сохнуть дольше, и есть вероятность, что они начнут гнить, а потом только сохнуть, цвет поменяют. Поэтому лучше на солнышко ставить. Смотрите, какого цвета осталась орхидея. Кстати, она в книжке лежит 2 года, чтобы вы понимали. Цвет сохранился. Посмотрите, даже бордовый насколько темный.
А вот мускари, которые мы укладывали недавно, и опять же смотрите, цвет синенький сохранился. Сверху был немножко беленький цветок, вот здесь он более светлый, здесь внизу более темный, синий цвет сохранился. Мускари сушить маленькие, те, которые были поярче изначально, они даже голубой цвет сохранили. И вот кашка, за них я переживала больше всего, потому что очень тонкие цветы, и желтые цветы, они настолько привередливые в сушке, они потом становятся коричневые. То есть выловить конкретно вот этот цвет, причем, посмотрите, они идеально высушенные, ни влаги, ничего, очень-очень тонкие, и цвет остался. Ну, я думаю, что со всеми остальными цветочками у нас все хорошо. Фиалки сохнут идеально всегда, всегда сохраняют цвет, причем и белый, и синий, абсолютно все оттенки сохранены. А вот эти цветы, я не знаю, как называются, но тоже они все время остаются ярко-желтыми. Так, все у нас идеально сохранилось, теперь мы можем использовать эти цветы для дальнейших работ. Это мои рекомендации, наблюдения, советы по сушке цветов, так как это не основной вид моей деятельности, это второстепенный. Я здесь особо не вкладываюсь в материалы, оборудование, какие-то инструменты. Я исхожу из того, что у меня есть под рукой, и те способы, те методы, которые я показала в этом видео, они доступны и вам. Вы сможете точно так же подсушить и подготовить растения для будущей заливки под эпоксидную смолу. Буду рада вашим подсказкам, советам, комментариям, наработкам. Возможно, вы работаете давно с сухоцветами, и у вас есть свои наработки, свои техники в этой области, и вы с радостью можете со мной, моим подписчикам, поделиться этим в комментариях, а я попробую в дальнейших своих работах ваши способы. Буду рада, если вы проявите любую активность на этом канале. Ставьте лайк, подписывайтесь, кто еще не подписан. На сегодня это все, ребят. Я желаю, чтобы ваши сухоцветы сохраняли всегда цвет, оттенок, насыщенность, они были яркими и словно живыми. И помогали, конечно же, вам в вашем творчестве и в реализации ваших идей. Все, море вам вдохновения, на сегодня все, пока-пока.